Интересности и косяки Half-Life 2. Если взять с собой мячик, то можно обнаружить, что он не реагирует на спящих зомби. Кроме того, с его помощью нельзя убить их, пока те спят или же встают на ноги. Данный косяк можно наблюдать в абсолютном большинстве игровых движков. Довольно часто можно обнаружить, что одна из ворон, потерялась. Тень от чьих-то ног почему-то не под моделью, а над ней. Да и вообще, за что держится кабель? Почему его не привязали за ногу? Просто черная стена. Модель циркулярного диска проходит сквозь трупы. Source Moment. Газовые баллоны и топливные канистры взрываются после броска даже при условии, что мы их ловим и нежно кладем на землю. Если перебросить мячик через крышу, то мы его не найдем с другой стороны здания, как и не увидим крышу данного дома. А все потому, что это два разных биома, разделенных скайбоксом ради оптимизации. Забавно, но мы можем раскрасить зомби банкой краски, не убив его, сразу не убив. Обратите внимание, что кровь не видна при включенном фонарике. Данной тележкой можно заблокировать лопасти. Хорошая альтернатива нажатию на рычаг. Касательно самой ловушки, для глупых игроков, либо для консольщиков, был придуман триггер, который не позволит игроку автоматически встать, если он убрал палец с клавиши. Окно, за которым пустая закрытая комната. Наверное, в ней должен был быть G-Man. Вокруг этого зомби невидимая стена, которая исчезнет только тогда, когда тот встанет или умрет. Странное решение. Разработчик не подумал о том, что мы можем вернуться на лестницу. Баги с освещением. Скорее всего, дело в лоде модели. Как только мы переступаем через триггер, огонь угасает волшебным образом. Оптимизация. Подвесные автомобили. Григорий изначально находится на крыше и ничего не делает, хотя мог бы помочь с зомбаками. То же место. Кривая текстура крыши. То же место. Почему в комнате без лампочек так светло, если свет даже не падает из окна этого коридора? При смене уровня меняются и текстуры на стенах. Очень странный пейзаж. Лэб, от которой не идут провода, и 9-этажный дом посреди ПГТ Воронцова. Григорий выбивает два окна и исчезает. Source Moment. В помещении без света часть стены освещена. Появление этого безногого зомби логически не обосновано. И опять Source Moment. После перехода уровня куча трупов исчезает, а после еще одного перехода и следы от крови кто-то смыл. Как из этих труб может идти дым, если город мертв? И опять дядя Гриша стоит и ждет, пока мы не затронем триггер. Игрок мог бы перепрыгнуть данный участок, если бы не невидимая стена. Люльку можно спокойно переждать внутри здания, зомби не умеют открывать двери. Придирка, но почему люлька выглядит так дешево? Последний вопрос, а где у этой церкви вход внутрь, кроме того, что за забором? Так, я не знаю, как можно было пропустить шоу в таком месте. Беспроводная лампа. Откровенная халтура, когда зомби в промышленном масштабе появляются на кладбище из ниоткуда. А почему все зомби – это мужчина? Это что, сексизм? Если бы он не стоял на могиле, нога бы не дергалась, как у невротика. Классика жанра. Теперь вы знаете цвет его подошвы. Шахта, растянутые текстуры на земле. Опять шахта и логическая дыра. Каким образом шахтеры могли протащить эти цистерны сюда? Разработчик вообще шахту видел? Это больше похоже на большую пещеру. Конец шахты. После перехода уровня ловушка исчезает и не издает никаких звуков. Если посмотреть налево, можно увидеть здание, которое изначально должно было быть игровой зоной. Возможно, там должны были храниться боеприпасы. Вокруг этих вагонов установлена невидимая стена. Это было сделано, чтобы игроки не могли троллить быстрого зомби, который, никак бы не взобрался наверх или под вагон. Хотя дальше, на этой же карте, нам дадут возможность лазать под ними. Но мы все равно имеем возможность поиздеваться над противником. Когда мы наводим прицел арбалета на снайперскую позицию, перекрестие меняется, но убить мы все равно сможем врага, только взрывом. Снайпер не увидит нас за тележкой. Просто лайтмап освещения. Над этим дешевым вагоном с брашей нависает невидимая стена, дабы игрок не увидел чего лишнего. NPC никогда не выйдут за периметр парковки автомобилей, потому что их удерживает невидимая для NPC стена.
Проблемы освещения стены. Мы можем влезть в окно, но пока не подойдем вплотную к NPC, скрипт не запустится. Двери, как обычно, можно заблокировать 3D-моделью. Со временем она начнет проходить сквозь саму дверь. NPC тоже в какой-то момент могут проходить сквозь модели. Это правильно на самом деле. Данная девушка управляет краном с помощью телепатии. Он, кстати, может управляться игроком, девица там только для красоты. Баги Source Engine. Над водой мы видим швы, под водой 3D Skybox, на который к тому же не действует подводный туман. Плотоядные пиявки появляются из ниоткуда и также исчезают. Игрок не может визуально определить, на какое расстояние от берега разрешено заплывать. Оптимизация — это хорошо, но когда корабли исчезают на глазах... Если оставить машину, то через некоторое время на ней окажется чайка, которая улетит. Однако мы можем увидеть, как она исчезает в воздухе. Кстати, она умеет какать, и это 2004 год. Дороги в Source Engine. К сожалению, текстурирование в Valvehammer никогда не было идеальным. Такие швы и скосы были и будут всегда. Это мне кое-что напомнило. Вот так. Теперь дверь никто не откроет. Отлично, Джордж, но лучше спустимся в подвал. Source и не только Source Moment. Туман имеет прямоугольную форму, поэтому мы можем увидеть маяк боковым зрением и не разглядим его никак, даже в прицел. Такое явление можно заметить в игре Raft. Муравьиные львы обитают на берегу моря. Однако вопрос, а чем они там питаются? Рыбы нет, птиц нет, людей в принципе тоже нет, а львов сколько ни убивай, меньше не становится. Интеллект NPC порой удручает. Назовете мне логическую причину, по которой муравьиные львы не стали преследовать Фримена до аванпоста? А я скажу. Невидимая для NPC стена. Еще и текстура абы как покрашена. Аванпост можно обойти пешком и продолжить игру. Ладно. Вы заметили, что за все 3 игры вартигонты ни разу не воевали против Альянса? Оптимизация – это, конечно, здорово, но этот звук вы могли слышать не только в игре. Это просто текстура на прозрачном фоне, буквы в воздухе. Кран может поломаться. Вот так. Солнце, его лучи. А это что такое? Оптимизация. Если вглядеться, то можно обнаружить, что размер текстуры воды реальной и 3D скайбокса не совпадают друг с другом. А почему машина не проходит сквозь поле? Она ведь не органическая. Это не лаз, это ЗИЛ. Valve не позволили нам разрезать провода. А жаль. Срок годности топлива до 1 года. Вопрос, откуда спустя 20 лет люди берут его? Мост. Только ленивый не обращал внимания на то, что он разный на обеих картах. Что-то водички нехорошо. Периферийным зрением можно увидеть границы карты. Зачем под мостом такое сооружение и такая крыша? Как и зачем здесь газовый баллон? И как его заправляют? Очень реалистично. Тень от трупика падает сквозь геометрию. Можно не мчаться навстречу поезду, а сдать назад и после увидеть, что колеса у поезда статичны. Или вообще прокатиться зайцем без последствий для здоровья. Вот и все, приехали. Пожалуй, самое страшное место игры для меня. Однако здесь имеется масса проблем. Во-первых, откуда тут столько зомби? Если это жертвы ДТП, то как здесь оказались хедкрабы в таком количестве? Сколько времени они здесь находились? Кто менял все это время лампочки? Если прицеп грузовика взорвался, то где следы взрыва? Хотя бы копоть на потолке. И что с маппингом здесь? Ну, это точно косяк. Маяк. Можно расстреливать комбайнов почти безнаказанно. Невидимая стена не позволит нам бросить союзников у маяка. Пример освещения бражевых сущностей. Игроку проще пробежать на шифте с пробелом, чем играть в твистер. Зрение NPC у пулемета не очень. Он прекращает палить противников, которые находятся за этим камнем.
Ферроподами нельзя пользоваться сразу. Почему? Где львы? Так мешочек один или их бесконечное количество? Это похоже на ленивую игровую условность. Как пулеметчик туда взобрался? Газовые баллоны и деревянные ящики не загораются. Лень разработчиков, они не добавили скин выключенных ламп, поэтому кажется, что свет потом из ниоткуда светит. Кстати, только что был ясный день, солнышко, и бабах! Уже ночь. Да ну его.